У Владимира Петровича Бубукина был очень скверный характер, и все его соседи в округе знали, что лучше обходить его стороной. Даже самые смелые хулиганы района переходили на другую сторону дороги, когда встречали Владимира Петровича. Бубука, так называли его все жители улицы, имел всего два настроения – плохое и очень плохое. Находясь в плохом настроении, он был менее раздражителен и даже мог поздороваться с кем-то. А если настроение было очень плохое, то люди старались к нему не приближаться. О том, в каком настроении сегодня Бубука, они понимали по его головному убору. Если его потертая кепка была надета козырьком вверх, значит, окружающим ничего не угрожало. А вот если козырек был опущен вниз и почти скрывал лицо, берегитесь все. Больше всего на свете Владимир Петрович любил порядок. В его доме всегда все стояло и лежало на своих местах. Он так тщательно боролся с пылью и пятнами, что в некоторых местах стер краску с поверхности мебели. Каждое утро Владимир Петрович натирал сантехнику и кухню, мыл полы, а после того, как в доме было убрано, он отправлялся приводить в порядок свой двор. У Бубукина был самый ровный газон, самые ухоженные и красивые цветы. Любой сорняк, посмевший проклюнуться на газоне Владимира Петровича, подвергался немедленному уничтожению. Особенно Владимир Петрович не любил одуванчики. Соседи Бубукина, живущие слева, были вынуждены спилить свои яблони, чтобы осенью яблоки не падали на его территорию. Другая соседка под давлением Владимира Петровича пересадила куст сирени, потому что Бубукин терпеть не мог ее запах. Все давным-давно смирились с причудами Бубукина и научились с ним жить. А иногда, когда он не видел, приходили тайком полюбоваться на его розы, красивее которых на этой улице не было. Некоторые соседи жалели Бубуку, ведь они знали, что когда-то он был веселым и приветливым. Но потом у него умерла жена, и он стал грустным. А когда его бросил сын, Бубукин стал злым. Как-то вечером в дверь Владимира Петровича постучали. Он был очень удивлен. Никто не стучал в его двери уже много лет. Надев халат и тапочки, Бубукин спустился вниз. У дверей никого не было, но на крыльце стояла коробка. На ней не было ни имени, ни адреса. Разгневанный Владимир Петрович решил, что коробка адресована его соседям. Курьеры часто путали их дома. Схватив коробку, из которой вкусно пахло зефиром, Бубукин понес ее соседям. Его негодованию не было предела. Он громко постучал в дверь, но ему никто не открыл. Бубукин вернулся в дом и поставил коробку под стол на кухне, решив, что вернет ее утром. После ужина Владимир Петрович помыл посуду, собрал крошки со стола и отправился в спальню. Перед сном он всегда вытирал пыль с тумбочек, чтобы ночью легче дышалось. Но как только он распылил чистящее средство, на кухне раздался грохот. Бубукин был уверен, в его дом ворвался вор. Вытянув вперед баллон чистящего средства в качестве оружия, он пошел ловить вора. На кухне был жуткий беспорядок. Ложки и вилки валялись по полу, макароны, сахар и мука были рассыпаны, а корзинка с печеньем, которое он собственными руками испек сегодня утром, и вовсе пропала. Коробка, которую ему сегодня доставили, стояла под столом открытой, и в ней ничего не было. Владимир Петрович понял, что пустая коробка и беспорядок на кухне как-то связаны. Из шкафа рядом с духовкой раздавался хруст и чавканье. Бубукин резко открыл дверцу
и что есть силы стал брызгать чистящим средством внутрь. В ту же секунду из шкафа выскочило нечто оранжевое, похожее на большой кусок желе. Это нечто громко закричало от того, что чистящее средство попало на него. Владимир Петрович отпрыгнул. Он впервые видел такое существо. Неизвестный ему монстр посреди кухни протирал свои глаза. Когда монстр убрал руки от глаз, Бубукин увидел страшно милое существо с блестящими глазами и большим ртом, уголки которого были опущены вниз. «Ты кто такой?» – грозно спросил Бубукин. Но вместо ответа монстр сначала надулся, а потом громко чихнул. Крошки от печенья и слюни разлетелись по всей кухне и даже попали на халат хозяина дома. Бубукин схватил большую кастрюлю, в которой обычно варил раков, и кинулся на монстра, пока тот вытирал лицо от крошек. Он накрыл его этой посудиной и сел сверху. Он достал телефон, чтобы вызвать полицию, и пока вспоминал, какой номер нужно набрать с мобильного, Владимир Петрович вдруг понял, что он медленно взлетает вверх. Монстр, находящийся внутри кастрюли, начал раздуваться как шар, постепенно поднимая кастрюлю в воздух вместе с сидящим на ней Бубукиным. Когда монстр, кастрюля и Бубукин взлетели так, что Бубукин увидел пыль наверху холодильника, монстр наклонился вправо, и хозяин дома грохнулся вниз, ударившись головой о табуретку. Монстр раздулся до таких размеров, что кастрюля, в которую его поймали, сейчас смотрелась на нем как шляпа. Достигнув потолка, монстр вытянул губы дудочкой и выпустил весь воздух. Он резко сдулся как шарик и шмякнулся на пол. Кастрюля упала рядом. Владимир Петрович хотел было бежать, но голова от удара о табуретку кружилась, а в глазах летали звездочки, сквозь которые Бубукин видел, как к нему приближается монстр, который, судя по виду, был зол. Он вытянул свои лапки вперед и надвигался на хозяина дома. Владимир Петрович закрыл глаза и приготовился умереть. В эту минуту он думал только об одном, что так и не помирился со своим сыном, с которым поругался много лет назад. Он зажмурил глаза и стал ждать, когда монстр его прикончит. Лапки монстра коснулись Бубукина, и в эту минуту он стал его щекотать. Владимир Петрович хохотал, как ребенок. Смеялся так, что смех его слышали соседи. Они стали выглядывать из окон. Никогда они не слышали, чтобы Бубукин смеялся. Монстр сидел сверху на Владимире Петровиче, щекотал его подмышками и за ушами, тоненьким голоском приговаривая «Ути-пути». Продолжалось это до тех пор, пока из глаз хозяина дома не полились слезы радости. В эту минуту Бубукин был самым счастливым на свете. Монстр звонко поцеловал Владимира Петровича в лоб и переместился под стол в коробку, где крепко заснул. Хозяин дома все еще в недоумении отправился в спальню. Впервые за много лет ему снились жена и сын. На следующее утро Бубукин проснулся очень счастливым. Он спустился на кухню, но монстра там не было. Повсюду валялись фантики от конфет и пустая банка из-под меда. По липкому следу Бубукин смог проследить, где прячется оранжевый монстр. Прилипая тапками к полу, он дошел до кладовой под лестницей, за дверью которой кто-то шуршал фантиком. Владимир Петрович распахнул дверь. Перемазанный шоколадом монстр сидел с виноватым видом, а вокруг, из вещей, которые хранились в кладовой, он обустроил себе жилище. Тут висела новогодняя гирлянда и елочные игрушки. Из книжек и обувных коробок монстр соорудил себе кровать, вместо подушки положил зимнюю шапку, и над самодельной кроватью висел портрет сына Бубукина. Молодой человек на фотографии держал в руках скрипку. Бубукин опустил глаза. Он снова вспомнил, как однажды сильно поругался с сыном, который решил связать свою жизнь с музыкой.
Вспомнил, как растоптал его скрипку, надеясь, что его сын одумается и станет врачом, как того хотел отец. Вспомнил, как после ссоры сын ушел из дома и не вернулся. Видя, как Бубукин снова погрустнел, монстр вышел из своего убежища. В руке он держал растоптанную скрипку, на которой пытался играть. Звук был ужасный. Монстр водил сломанным смычком по порванным струнам, грустно глядя на Владимира Петровича. Бубукин достал телефон, в книге контактов он вбил слово «сын» и, подумав 3 секунды, нажал на клавишу вызова. Больше часа щекоточный монстр наблюдал за тем, как Бубукин разговаривает с сыном по телефону. Владимир Петрович то плакал, то смеялся. Монстр смеялся и плакал вместе с хозяином дома. После разговора Бубукин достал свою знаменитую кепку, по которой соседи определяли его настроение. Но в этот раз он не надел ее козырьком вверх или вниз. Он развернул ее козырьком назад и вышел на улицу. Соседи, которые вышли на прогулку, не понимали, как трактовать такое положение кепки на голове. Владимир нарвал охапку роз в своем саду и стал дарить всем соседям и извиняться за свое поведение. Он рассказывал соседям, что помирился с сыном, что помог ему в этом щекоточный монстр. Соседи смотрели на Бубукина как на сумасшедшего. Они крутили пальцем у виска, ведь они прекрасно знали, что никаких монстров не существует, а тем более щекоточных. А на следующее утро у дома Бубукина остановился автомобиль, из которого вышел сын Владимира Петровича. Парень достал скрипку и заиграл. Бубукин выглянул в окно и очень обрадовался. Сын был так похож на свою покойную мать, которая, кстати, очень любила музыку. Бубукин хотел позвать монстра, который смог его заставить помириться с сыном. Хотел показать ему, какой у него красивый и талантливый сын. Но монстр исчез, и его нигде не было. А вместе с ним исчезли коробка конфет, банка клубничного варенья и пачка чернослива в шоколаде. Если ты хочешь продолжения этой истории на канале Аниматор, то обязательно пиши в комментариях «Хочу еще» и ставь лайк под этим видео, тогда твой комментарий будет засчитан. Оставайся с нами, я тебе желаю всего самого классного, отличного настроения и дня.